Привет, мои дорогие девочки! Сейчас я не буду гадать, но я вам расскажу один небольшой секрет привлечения денег. Да? Все равно по нашей карме, все вы знаете, или даже на себе это прочувствовали, точнее, даже не сколько знаете, сколько прочувствовали на себе, да? В основном нам дают денег именно столько, сколько нам нужно. Замечали за собой, да? Вот вроде бы деньги все и кончились до копейки, да, и даже не знаешь, как дальше жить, и денег нету, и такая ерунда какая-то в жизни происходит. А потом бах, откуда ни возьмись, появляется какая-то энная сумма денег, которая помогает нам там дотянуть до зарплаты, да, дотянуть еще до чего-либо. Дальше скажу вам еще один такой, несколько секретов открою для привлечения денег, да. Вот не зря я сейчас держу перед собой один американский доллар. Тут вы, может, даже в интернете уже смотрели, изображена эта масонская символика. И почему именно на одном долларе, да, изображена вот такая вот пирамида, девочки. Пирамида для привлечения денег. И она, эта пирамида, находится именно на одном долларе, на бумажном. А знаете почему? Потому что вот этот доллар бумажный, он имеет наиболее в самых больших количествах он распространен по миру, да, и его трогают миллиарды людей каждый день, понимаете? И получается, когда его трогают, все треугольники приносят бабло, деньги. Если вы хотите, чтобы деньги шли к вам в большем количестве, чем сейчас у вас есть, вы должны по-любому, как хотите, да, попробовать этот вариант тоже. И я почему-то на 100% знаю, что он сработает и у вас, потому что это уже очень сильным эгрегором является вот именно вот эта вот пирамида масонская по привлечению денег. Можете даже в интернете прочитать, я не буду рассказывать вот эти вот все фишечки, сколько тут чего, зачем это сделано, да. Вы можете в это верить, не верить, но это реально работает. Это работает еще и потому, что доллар проходит через большое количество рук, единичка, да, и чем больше руки его трогают, тем больше эта пирамида, этот треугольник заряжается человеческой энергией. И потому он никогда не выйдет, как говорится, из обихода с вашего, нашего. И еще маленькое отступление сделаю, да. Чем больше изображений пирамиды у вас будет, вот можете даже просто купить в обменнике, если у вас не ходят доллары, да. Купите в обменнике 1 доллар, 2 доллара купите, вот по единичкам, 3, вот несколько штук, сколько захотите, насколько вам там денег хватит, которые вы бы хотели бы потратить. И сделайте так, чтобы пирамида вот эта присутствовала в вашем кошельке, но чтобы она не просто лежала, а чтобы вы с ней взаимодействовали, трогали иногда. Понимаете? Если вы просто положите в кошелек, пирамида, в принципе, работать особо-то и не будет. Она будет работать именно тогда, когда вы будете с ней взаимодействовать. Дальше, девочки, есть еще такой один закон, да. Мы иногда просим у Бога, мы просим у высших сил, чтобы они нам дали определенное количество денег. Этого количества денег иногда почему-то оно не идет, и не идет, не идет, да. Есть одна такая тоже тайна, по которой работает наш с вами мозг, да, и на которые вот эти вот вибрации, когда вы своим мозгом, своими мыслями настраиваетесь на определенную волну. Вот это я вам серьезно говорю, тоже 100% работает. Вот эта определенная волна начинает вибрировать. И уже с космоса, с Вселенной, от высших сил, от Бога, там, от того любого божества, в которое вы верите, да, вам поступает обратная энергия. Вы как в космос импульс посылаете, и он все равно отражается и приходит к вам. Понимаете? То же самое вот с этой вот пирамидой. И когда вы ее трете, эту пирамидку, часто вот трогаете и загадываете определенную сумму денег,
которые вам нужны. Но эта определенная сумма должна быть не выше 30% от того, что вы имеете. Вот, например, зарабатываете вы на своей работе, например, ну давайте так вот возьмем, сугубо чисто, например, $100, да? Вы зарабатываете на своей работе $100. Если вы хотите зарабатывать больше, говорите каждый день себе, когда идете на работу, что я зарабатываю 130, 130, 130, 130, да? И поверьте, будет вам и 130 тоже долларов. Потом, когда вы уже начали зарабатывать 130, загадывайте еще на 30% больше, да. И так до тех пор каждый день проговаривайте себе эту сумму, можете ее даже где-то написать, чтобы пошел этот резонанс, понимаете, на ваше желание. И можно больше загадывать, но это больше дело в том, что вот наш человеческий мозг, да, он не всесилен, и он тоже рассчитан на какую-то определенную силу. Как говорится, как в машине, да, машина запрограммирована на определенное количество там километров, насколько она может разогнаться. И вот больше 30% больше не желайте. Каждый раз просто после того, как вы получаете эту сумму, загадывайте еще больше, еще больше, еще больше. Носите обязательно с собой доллар. Трогайте его рукой, чтобы подключиться к этой вот энергии этого треугольника. И знаете, есть некоторые люди, которые говорят там складывать треугольником бумажку. Да, можно и так попробовать складывать эту бумагу. Бумага, которая обладает определенной силой, да. Можно просто рисовать треугольники. Можете себе, если вы работаете за компьютером, поставить где-то немножко заставку с вот этим вот символом. Чем больше вы с ним взаимодействуете, тем больше вам будет приходить денег. А еще я вам скажу одну вещь. Если вы носите в кошельке, всегда прикасайтесь. Это я уже 10-й раз говорю, да. Не забывайте прикасаться к своему этому амулетику по привлечению денег, и деньги будут к вам идти. А еще для тех девочки, кто не знает, у меня, кстати, есть видео на привлечение денег, точнее, снятие блока с денежного канала. И там, кстати, у меня тоже доллар. И я вам просто пример наглядный привела, насколько даже свечи, восковые свечи чувствуют этот треугольник. Понимаете? Тут даже, как говорится, волшебства и фокусов никаких не надо, чтобы показать, насколько даже вот желание, да, оно двигается все равно по направлению к этой пирамиде. В общем, пробуйте, положите такую денежку в кошелек себе, ту, которую можно даже купить старый доллар, не новый. Кто-то вот, кстати, покупает такие новые доллары, но желательно, чтобы он уже побывал во многих руках. И чем больше он будет такой поюзанный, тем больше у него будет сила у этого доллара. Можно рисовать еще треугольники себе для привлечения денег. Треугольники реально обладают вот такой вот силой вибрации, которая притягивает доллары. И обратите внимание, те страны, у которых в символике стран находятся звезды, да, сложные, из треугольников каких-то, ну, острые углы, и есть треугольники, те страны богатые. Вот подумайте, Израиль богатая страна, богатая. Саудовская Аравия имеет в символике исламскую, конечно, звезду и полумесяц, да, но все же это тоже треугольник. Все треугольники, все вот эти вот звезды из треугольников, они притягивают деньги. И чем больше у вас этих звезд и треугольников будет, тем больше у вас будет денег. Возьмите себе 2 доллара, купите один в кошелек, другой дома. И получается, вы будете все время пересекаться, ваши денежки все время будут пересекаться в этих двух пирамидах, в этих двух треугольниках. Можете даже сложить там с бумаги, как хотите. В общем, обратите внимание на этот способ. Он реально хорошо привлекает в вашу жизнь
денежку. А денежка, она, в принципе, нам всем нужна. И не только для того, чтобы откладывать, да, на что-то, а сколько удовлетворять наши с вами какие-то желания, правда? Когда и платьице какое-то новое хочется, и косметику хочется новую, кому-то хочется новый дом, квартиру. Мы все-таки все живем в материальном мире, и все мы на этом завязаны, девчонки и мальчишки. Вот такое вот привлечение денег. Чем больше вы будете вибрировать вместе с этими пирамидами, с треугольниками и звездами, тем больше будет у вас денег. И загадывайте, пожалуйста, по 30% каждый раз к той сумме, которую вы имеете. И когда вы будете ее иметь, а вы будете ее иметь, в следующий раз еще больше на 30% повышайте свои желания. Вот такой вот маленький секрет, и я вам тоже рассказала. Все, девочки, пока-пока.